Всем привет, дорогие друзья! Это видео об истории и тайнах Говорящего острова. Сегодня мы узнаем историю локаций и мобов, населяющих остров. Посмотрим, какие события развиваются там на момент хроник. Поговорим о первоначальных планах разработчиков и увидим, как выглядит подземный этаж эльфийских руин. Говорящий остров является одним из самых запоминающихся регионов в мире Lineage 2, ведь именно с него начинали свой путь в MMORPG тысячи игроков. Тем не менее, лор Толкин-Айленда, как впрочем и лор игры в целом, мало известен большинству игроков. Пришло время рассказать об истории этого региона. Несмотря на то, что на момент игры Говорящий остров выглядит очень мирным регионом, до которого не доходят глобальные проблемы и политические интриги с Большой Земли, в древние времена этот остров сыграл очень большую роль в истории континента. Как стало известно, изначально Говорящий остров не был людским. Его населяли древние эльфы. Лимониэль даже говорит, что остров был для эльфов священной землей. Изучать наследие эльфов перед прелюдом прибыл историк Матио из башни Слоновой Кости, из записей которого перед C3 мы узнаем историю Шунаймана и Семи Печатей. Благодаря археологии и древним эльфийским свиткам, хранящимся в школе магии Айнхаванта, Матио выяснил, что в древности на Говорящем острове жило племя белых эльфов, однако другие историки не верят его открытиям. Кстати, если бы не титаническая работа, проведенная Егором, то мы так бы и не нашли подтверждений того, что это именно упоминание отдельного племени, а не синоним светлых эльфов из эльфийской деревни. Матио удалось выяснить, что верования белых эльфов отличались от верований других эльфийских племен и представляли собой шаманизм. Они поклонялись духам. На острове до сих пор можно найти Стоунхенджи с древними мистическими знаками на камнях, которые и были местами поклонения королям духов. Возле такого сооружения можно найти и самого Матио. В самой ранней версии официального корейского сайта Lineage 2 был опубликован небольшой текст, где описывалось его прибытие на остров на корабле в сопровождении девушки Фелиции, от которой мы и узнаем, почему остров имеет такое название. Когда люди впервые прибыли на этот остров в сопровождении эльфов, чтобы получить их магию, они услышали голоса духов, приветствующих эльфов, и испугались, что остров разговаривает. Эльфы посчитали это забавным и с тех пор называли остров Говорящим. А еще на острове есть поющий водопад, но связано ли это с голосами духов, неизвестно. Что интересно, само название «Поющий» очевидно перешло из Lineage 1, где было два острова – Говорящий и Поющий. Причем Поющий был стартовым для классов магов и принцев, а на Говорящий они уже отправлялись для прокачки выше 12 уровня. К северо-западу от Говорящего острова на концепт-карте можно видеть еще два небольших острова, именуемых Руинами 1 и Руинами 2. Неизвестно, совпадение это или реальная отсылка к той карте, но в квесте «Испытание успеха» гном-кладовщик с Говорящего острова рассказывает, что между руинами в Западном море лежит черепаха, которой 5000 лет. И настоящая загадка, почему на карте там написано «рыба, проглотившая город». Как мы помним, в годе на Говорящий остров упал парящий город гигантов Исагир, точнее его руины. Вполне возможно, что руины на ранней концепт-карте также принадлежали цивилизации гигантов, и разработчики в годе использовали части некоторых старых концепций. Цивилизация гигантов, как известно, была уничтожена разгневанной богиней Эйнхасад, после чего власть над земными расами приняли на себя эльфы. Однако эльфийское господство на континенте, установившееся в 586 году до имперской эры, было оспорено расой орков, которые, благодаря огромной военной мощи и прочному гномьему оружию, громили армии эльфов, оттесняя их с континента.
На просьбы эльфов о помощи другие расы не откликались, и им оставалось лишь в отчаянии оплакивать свою судьбу. Как вдруг к ним прибыл правитель людей, который, низко поклонившись, предложил королеве эльфов Биоре помощь своего народа. Эльфы возликовали. «Вы – существа второстепенные, но ваша верность и желание пожертвовать собственными жизнями на благо нашего народа говорит очень о многом. Выступайте в первых рядах нашей армии, и вы заслужите награду под властью эльфов». При этих словах человек склонил голову, как будто был очень тронут, но затем, взглянув в лицо своему новому союзнику, молвил: «Благородная королева эльфов, мы, люди, имеем еще одну просьбу к вашему величеству до того, как вступим в битву с врагом во славу расы эльфов. Мы слабы, мы молим вас, дайте нам силу выстоять в битве с ужасающим врагом. Научите нас вашей магии». Поначалу эльфы возмутились такому дерзкому предложению человека, но Биора здраво подумала и решила, что даже владея магией, слабые люди не представляют угрозы для эльфов, зато смогут противостоять оркам. Обучением людей магии и стали заниматься белые эльфы на Говорящем острове. Ориентируясь по эльфийскому маяку, который используется и поныне, корабли доставляли на остров людей, желающих пройти обучение магии. Постепенно там появилась и деревня для переселенцев, названная деревней Говорящего острова. В центральной части острова эльфами было возведено наполовину скрытое в скалах величественное здание, где и проходило обучение магии. Даже сейчас там можно видеть останки библиотеки. Для защиты здания эльфами был создан каменный голем, которого и сейчас можно встретить в игре под именем Отверженный Страж. Сейчас, когда эльфы покинули остров, он бесцельно бродит по руинам, убивая путников и мародеров. Эльфами созданы и другие големы на острове, о чем можно узнать от кузнеца Альтрана в квесте «Осколок голема». А вот пауки, живущие на севере острова, жили тут постоянно и с недавних пор стали подходить ближе к людям и нападать на скот. Проходившие обучение магии люди оказались очень талантливыми учениками. Они научились магии гораздо быстрее, чем рассчитывали эльфы. Их тела были закалены работой и междоусобицами. И самое главное, количество людей было велико. В короткое время людская армия стала внушительной силой. В орочьем квесте «Испытание славы» вождь орков Тунат Харак рассказывает, что 500 лет назад его племя было послано завоевать Говорящий остров, когда вспыхнула война с людьми. Судя по дате, это период войн орков с северным государством Ильмор, когда атака на остров совершенно нелогична. Тем более, что в одном из квестов они вообще названы коренными жителями острова, что, на мой взгляд, не очень применимо для столь недавних событий. Однако, если рискнуть и отбросить часто перепутанную в L2 хронологию, а именно, что это происходило 500 лет назад, то логика происходящего сходится, и орки, которых мы видим на острове, прибыли туда именно во время войны с эльфами и людьми и не смогли эвакуироваться при отступлении основных сил. Людская армия постепенно начала брать верх над орками. Когда чаша весов склонилась в пользу Альянса, гномы покинули сторону орков и начали производство военных припасов для людей. С новой броней и острым гномьим оружием люди могли без труда победить орков и без помощи эльфийских легионов. В конце концов, война окончилась победой Альянса, а орки отступили на плато Бессмертия. Очевидно, это произошло в 547 году до имперской эры или около 2000 лет до прелюдии. Несколько десятилетий спустя, в 514 году до имперской эры, в честь победы людей и эльфов над орками был воздвигнут обелиск Победы. На нем выгравирован отрывок о вечной дружбе между эльфами и людьми. В честь столетней годовщины прибытия людей на Говорящий остров для изучения эльфийской магии, люди сделали гномам заказ выковать красивый меч, чтобы подарить его эльфам в благодарность за обучение. Этот меч стал символом союза двух рас, и эльфы назвали его Мечом Единства. Однако долгого мира на континенте так и не случилось.
Многочисленные сражения ослабили эльфов, и напротив, обладающие новой магией и оружием люди были сильны как никогда и не планировали более подчиняться эльфам. Так люди восстали. Яростная битва магии против магии вновь вспыхнула землю. Покидая остров, оставшиеся в живых эльфы сломали меч единства, назвав его мечом предательства, после чего он был утерян. Однако в наше время в квесте Меч Единства игрок по поручению великого мастера Роэн из школы Седрика занимается восстановлением этого меча. С помощью игрока кузнец Альтран, являющийся потомком тех гномов, которые изготавливали меч 2000 лет назад, перековывает его из найденных обломков лезвий. Королева Биора, наивно взрастившая силу людской расы, была ими убита. Позднее ее воскресит Лилит под именем Марилион, и она станет повелительницей катакомб. Не лучшая участь постигла и других эльфов в школе магии. Их духи до сих пор бродят в ее подвалах, превратившихся в эльфийские руины. Касательно этой локации есть уникальная информация, найденная Егором. Ранее мы не замечали, что в диалогах квеста «Кристаллы огня и льда» есть упоминание как бы несуществующего места. Так Катерина говорит, что в руинах под землей когда-то был храм, где эльфы совершали жертвоприношения духам королям огня и воды. Сопоставляя информацию с диалогом Матио, также говорившим о жертвоприношениях королям духов, можно понять, что изначальные планы разработчиков подразумевали наличие этого подземного храма в игре. И он там действительно был. Если посмотреть название файлов клиента, то оказывается, что забытый храм в альфа-версии и был тем самым подземным этажом эльфийских руин. Это подтверждается еще и утечкой первоначальных планов и тем, что в ранних клиентах забытого храма в его привычном месте нет. Кроме того, те скриншоты непонятной локации, которые я показывал в ролике про альфа-тест и не мог идентифицировать, очевиднее всего также относятся к первоначальному виду эльфийских руин. Статуи и некоторые архитектурные элементы визуально похожи, и факт того, что локация переделывалась, также добавляет уверенности. В квесте также говорится, что когда эльфы покинули остров, они разбили элементальный камень огня и элементальный камень льда, которые были в подземном храме. Но когда они разлетелись вдребезги, магия, исходившая от осколков, вызвала духов воды Ундин и духов пламени Саламандр. Поэтому под эльфийскими руинами все еще много Саламандр и Ундин, в телах которых есть огненные осколки, фрагменты элементального камня огня, и ледяные осколки, фрагменты элементального камня воды. Очевидно, разработчики, отказавшись от подземного храма под эльфийскими руинами, и не стали переделывать квестовые диалоги, отчего упоминания о нем остались. Забытый храм был перенесен в регион Глудио, где, судя по очень раннему концепту, изначально планировалось какое-то строение, напоминающее зиккурат. А представленный барельеф просто был реализован в уже перенесенном туда забытом храме. В связанных с ним квестах оставили связь с эльфийскими руинами, объяснив ее тем, что осколки из храма и из руин резонируют между собой. Интересно, что Нелл, будто заколдованная, восхищается таинственным мудрецом, которому она эти осколки отдает, да еще и с ревностью упоминает, что Катерина, которая собирает осколки в эльфийских руинах, оказывается также собирает осколки для него. Вполне логично, что разработчики отделили ритуальный этаж от мало связанной с ним школы магии в отдельную самостоятельную локацию, но вот зачем они снова связали их через квесты – загадка. Сейчас школа магии окончательно превратилась в руины и была захвачена разными монстрами. Однако известно, что там собираются верующие в Эйнхасад, недовольные политикой церкви. Игрок-человек начинает свой путь как выпускник школы Седрика или школы Эйнхаванта. Седрик Атыбальд – знаменитый паладин, который в молодости находился в подчинении короля-объединителя Рауля и считался его правой рукой, а сейчас уходит на пенсию. После смерти Рауля он построил школу, чтобы обучать молодых рыцарей с чистым сердцем. Но в последнее время у Седрика не заладилось со здоровьем, и на данный момент он пребывает в замке Аден. Школой же теперь управляет его племянник, сэр Роэн.
Игроки-мистики стартуют выпускниками школы магии Эйнхаванта. Волшебники, которые сопротивлялись элитарности башни Слоновой Кости, пришли на остров под руководством волшебника Эйнхаванта и основали магическое учебное заведение, независимое от башни. На остров стекались молодые люди с большим потенциалом, но ограниченные социальным статусом и финансовыми барьерами, и школа стала основным местом для воспитания начинающих волшебников. Волшебники башни Слоновой Кости были недовольны существованием этого заведения, поэтому они несколько раз пытались избавиться от волшебников на острове, но им это не удалось из-за огромной неизвестной силы. Нынешний директор – магистр Галент, один из учеников Хардина. Кроме Галента, никто никогда не видел Эйнхаванта, и все даже сомневаются в том, существует ли он. Галент заметил очень талантливых учеников и позже порекомендовал их Хардину. Это были Сема и Каспар. Мэром деревни Говорящего острова лорд Глудио барон Левин Валтнер незадолго до начала игры назначил Колина Виндавуда, одного из рыцарей Глудио и наследника древней знатной семьи Виндавуд. Колин – эксцентричная личность, но выдающийся лидер, которого любят на Говорящем острове и которого уважает лорд Глудио. Он может целыми днями гулять по лесу или неделями торчать на ферме Мариуса. Колин часто плюет на должностные обязанности, но когда требуется, то резко появляется и решает все проблемы. Он не присутствует на собраниях, куда его вызывает лорд Глудио, поскольку ему лень туда плавать и не хочется сидеть вместе с дворянами. На Говорящем острове две сюжетных завязки, на которые опираются большинство квестов. Это недавний таинственный шторм и заселение острова беженцами после войны с Грацией. По приказу Колина Виндавуда остров зачищается от монстров, чтобы там могли вести хозяйство переселенцы. Например, в квесте «Помощь страже» игрок помогает зачищать остров от орков. А из квеста «Охота на волков» можно узнать о том, что Виндавуд заказал 50 комплектов кожаных доспехов для недавно сформированного ополчения. Уже сейчас на острове есть две фермы переселенцев. На севере острова живет девушка, которая пережила нападение олмахумов на Ростон и Бернис, ставшие руинами агонии и отчаяния, где в одной из деревень ее семья много поколений владела виноградником. Вся ее семья погибла, и теперь она хочет на Говорящем острове продолжить семейное дело. Правда, ферма находится в окружении орков и оборотней. А на западе острова ферму содержит человек из Глудио, чья семья также погибла во время войны с Грацией, и его друг Светлый Эльф, который 30 лет служил рыцарем у лорда Глудио Левина Валтнера и был его личным стражем во время войны с Ильмором и Грацией, но по какой-то причине решил закончить со службой. Теперь он даже отказывается убивать пауков, которые сожрали всех привезенных из Инадрила овец, и поэтому для охоты на пауков они нанимают авантюристов. Так мы узнаем, что фермы тут не просто так, а это уже началось плановое заселение острова. Но им мешают не только монстры. Изначально в игре рейдовые боссы были так называемыми ивентовыми мобами, о чем я рассказывал в ролике «С чего начиналась Lineage 2» и в видео про альфа-тест. Описаний у этих мобов не было, а когда их переделали в РБ, то некоторых просто удалили. Их лор можно узнать лишь по репликам, которые они выкрикивали в чат. Такими были два моба на Говорящем острове. Король пиратов Утанка со своей шайкой терроризировал жителей вплоть до обновления C3, после чего без вести пропал. В его репликах было «Утанка вернулся, этот остров – собственность Утанки». В C4 он был удален, однако спустя много лет уже в годе проходил ивент, где игрок мог оплакать грозного короля пиратов у его надгробия. Также был удален и другой РБ – оборотень Вриколакс. В его репликах были следующие слова: «Этот мир проклял меня, я никогда этого не прощу, я заставлю вас всех почувствовать мою боль». Вторая сюжетная завязка, фигурирующая в нескольких квестах, это необычный шторм, случившийся за несколько дней до начала игры. Шторм повредил крышу храма, игрок в квесте «Осколок голема» добывает камни из големов, необходимые для починки крыши.
Во время шторма также рухнул магический барьер, который Галленд поддерживал для защиты школы, и очевидно именно он в корейском описании назван огромной неизвестной силой, заставившей магов из Ивори перестать нападать на школу. Из-за падения барьера из школы сбежали духи зеркал, которых изучал Галленд. Потом Галленд восстанавливает барьер, пока игрок ловит духов. Шторм разрушил стены Академии Седрика. Роэн дает игроку восстановить меч солидарности, поскольку сам он не может этого сделать, так как занят ремонтом школы. В квесте «Жертва морю» NPC рассказывают, что шторм был необычный. Кроме того, они говорят, что торговые суда, идущие в Геран, потерпели кораблекрушение в этих краях. По их мнению, это все потому, что люди начали верить в религию Энхасад и перестали делать подношения богине Шилен, которая, по их словам, правит морями. Владелец маяка Роксвелл и менеджер верфи Фалиус продолжают эту церемонию каждый год, однако они не смогли провести ритуал в этом году, так как новоназначенному священнику на острове это не нравится. Говорят, давным-давно люди приносили в жертву морю девственниц, но, к счастью, времена изменились. Вместо этого они спускают на воду лодку, в которой находится кукла в форме человеческой девушки. Ее и помогает изготовить игрок. В квесте «Контрабанда» можно узнать, что у берегов острова разбилась лодка с контрабандной адамантитовой рудой, которую гном, работник склада, тайно импортировал из грацийского региона Кардиф. Тайно, потому что сейчас торговля с Грацией запрещена. В Адене адамантитовая руда не добывается, и поэтому ее контрабанда очень выгодна. Часть контрабандной руды затерялась, а часть была съедена гигантскими жабами, обитающими на берегу озера возле школы магии. Игрок достает руду из жаб. Шторм совпадает по времени с кошмарами Биотина, и вполне может быть, что это связанные события. Игрок по просьбе Биотина ищет причину кошмаров и, отправившись в эльфийские руины, убивает демона Неркаса, который в репликах прославляет Белефа. Хотя квест заканчивается до того, как переведут найденную при нем табличку, из ее описания можно узнать, что там тоже содержится прославление Белефа. Биотин уверен, что появление Неркаса предвещает огромную беду. Возможно, что эти страхи являлись завязкой для появления Белефа в следующих обновлениях. Упоминание о войне с Белефом можно найти и в квесте «Вечная любовь». В деревне уже 1000 лет живет светлая эльфийка Лилит, которая в прошлом была спелсингером и принимала участие в войне с Белефом, где потеряла своего возлюбленного Тиона. Она приплыла на остров, потому что они с возлюбленным дали клятву наставлять людей быть добрыми магами, чтобы в мире никогда больше не возник второй Белеф. Ее возлюбленный, кстати, выжил во время войны. По квесту нужно отыскать его в Глудине, но там игрок выясняет, что он умер незадолго до его прихода, поэтому воссоединение с Лилит не состоится. После прохождения квестов на Говорящем острове игрок выходит в большой мир, историю которого мы подробно затронем в следующих видео. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Также буду рад видеть вас в нашем телеграме. Благодарю всех, кто поддерживает канал лайками, комментариями и донатами. И это является большой мотивацией продолжать делать видео. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих роликах.